Всем привет! Недавно на нашем канале было видео для Юлии. Это мастер-маляр Москва, город. И сейчас второе видео для нее же, уже в коридор. В первом видео мы наносили мармура в кухню, потому что он идеально гладкий. А в коридор можно такую уже чуть пофактурнее. Значит, вариант такой, опять же, был у нас на нашем канале, приблизительно нанесение. Но мы снимем его сейчас более подробно. Ну, постараемся, насколько это возможно. Под штукатурку декоративную, фактурную не требуется идеальная поверхность. Что нужно сделать? Нужно подчистую снять обои до мельчайших частиц, загрунтовать. И далее, даже если у вас стены бетонные, ну, то есть вы смотрите, стены бетон, и, ну, нет каких-то выпавших кусков отколовшихся штукатурки, каких-то крупных трещин, то, в принципе, можно сразу наносить кварц-грунт. Это кварцевый грунт, он как краска, он с кварцевым песком. То есть создает однородный цвет и шероховатость. Мы сейчас наносим на старый образец, а у Юлии это будут стены, я думаю, что подготовленные, возможно, и мы будем ждать с нетерпением видео по нанесению, как получалось. Можно кварц-грунт нанести в один слой. Если, допустим, стены белые, то одного слоя достаточно. А если у вас стены, ну, действительно бетон и он темный, то 2 слоя кварц-грунта спасут вас вполне. Стена станет беленькая, красивенькая и готовая к дальнейшему нанесению. Кварц-грунт наносится валиком, точно так же, как краска. Углы у нас покрываются кистью, а вся плоскость с помощью валика. И сохнет он, ну, примерно часа 4. Зависит от влажности воздуха. Может быть влажно, и тогда, значит, сохнет дольше. Значит, как мы можем понять, что он высох? Ну, во-первых, сравняется цвет, он будет однородный. Во-вторых, когда вы трогаете рукой, вы чувствуете, что это не сыро и не холодно. Если вы затронули рукой и вы чувствуете холод, как будто бы, это значит влажный он еще, не высохший. То есть вот так можно понять, высох ли. Мы сейчас покроем, оставим часа на 3-4 и продолжим нанесение. Достаточно красивый, достаточно доступный образец. Для нанесения своими руками в том числе он тоже подходит. Мы можем оформить вам доставку в любой регион. Быстро-быстро везет транспортная компания. У нас их несколько, рекламировать не буду. В каждый город своя транспортная выгоднее. И также у нас есть бесплатная доставка на летний период от суммы покупки. То есть нужно ориентироваться от суммы. Вполне возможно, что именно вы попадаете под эту бесплатную доставку. Ну, по крайней мере, сколько у нас? 95% попадают под бесплатную доставку. Оставляем сохнуть и продолжим нанесение. Полностью высох кварц-грунт. Смотрите, как он выглядит поближе. Вот такая вот шероховатая поверхность. Мелкие-мелкие песчинки. Это как раз то, что нам нужно. Теперь мы это покроем лазурью золотистой, именно ярко насыщенное золото вот такое. Эту лазурь можно разбавить лаком, ну, скажем так, она даже не потеряет блеска, да. Может быть, это выгоднее по стоимости. Вам нужно 2 банки лазури, например, на вашу площадь. Лазурь стоит 1500 за килограмм, а лак, например, 750 рублей за килограмм. Так вот, в качестве удешевления можно взять вместо 2 банок лазури 1 банку и плюс банка лака. Вот так. Это будет выгоднее. Мы сейчас покроем золотистой лазурью. Вот такой у него красивый цвет. Вот. Эмаль ложится ровным золотистым слоем, а лазурь – это полупрозрачный лиссирующий состав. Его можно использовать поверх декоративной штукатурки, а также внутрь фактуры, где, ну, будет видна фактура где-то, да, и чтобы вот из углублений светило золотистым. Вот. Видите, как красиво получается. Ровненько раскатываем валиком и снова оставляем сохнуть. После чего будем наносить уже непосредственно саму штукатурку. Кстати, лайфхак. Если вы красите
и у вас остаются полосы от валика, например, по декоративной штукатурке, можно красить вот такими движениями крестообразными. На декоративной штукатурке это будет красивее, чем если бы полосами. Это не касается просто покраски стен. Просто покраска стен не годится такой способ. А по декоративной штукатурке вот вполне себе так и годится. Все, оставляем сохнуть. Высохла лазурь. И у нас такой слегка золотистый, очень приятный, ненавязчивый фон. Очень красиво должно получиться. Теперь мы нанесем штукатурку декоративную, которую можно у нас заказать. Это можно сделать из штукатурки Лофт или штукатурки Александрия. Ну, все по вашим возможностям и смотря какой у вас объем. То есть на объем мы тоже ориентируемся. Например, Александрия, она только ведрами продается, а Лофт он от килограмма. То есть нужно смотреть, что вам будет выгоднее считать. Подойдет и Лофт, и Александрия. У Юлии Александрия. Так, Юля. С помощью кельмы или с помощью губки можно это сделать. Вот такими вот ежиками. Я, кстати, видела, ты уже это делала. Мы тампуем на стену. Так, люди тоже смотрите, подписчики наши. Островки могут быть крупными, могут быть мелкими, в зависимости от желаемого эффекта. То есть это может быть как типа марокканской штукатурки, или это может быть типа карты мира, да, смысл такой. То есть ляпаем на стену, хаотично поворачивая руку в разные стороны, разносторонними движениями. Очень выгодный расход штукатурки в данном случае. Грамм 600-700 на квадратный метр тратится, а то даже иногда и 500, смотря какие островочки. Вы должны понимать, чем крупнее будет островок, тем выше будет расход штукатурки. И я еще хочу заглянцевать ее поверхность, чтобы она блестела. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Мастеров призываем, кто желает, пожалуйста, обращайтесь, пишите. То есть с нами выгодно работать. Во-первых, мы вас не бросаем в процессе, мы сопровождаем, если вы берете объекты начальные какие-то. То есть вы же можете клиентам своим сказать, что я начинающий, там еда, допустим, я возьму стоимость подешевле. Так, еще я услышала такую фразу для декораторов, ну и для начинающих, да, особенно. Если у вас штукатурка декоративная получается некрасиво, это значит, что вы еще не нанесли последний слой. Такая прикольная фраза, да? Мне она вообще понравилась. Это значит, вы не нанесли еще последний слой 100%. Поэтому штукатурка это не обои. Вы поклеили обои, что-то не так получилось и все. А штукатурка, ну еще слойчик и все красивым. Кстати, да. Ну вот так вот мы наляпали. И сейчас мы это пригладим. Спустя некоторое время мы это еще раз пригладим. Сейчас я немножечко прижму. Чуть-чуть, чтобы понимать, нужно ли добавить где-то крупнее острова. Я вижу, что нужно. Вот смотрите, сейчас мы не давим, на кельму не давим. Мы просто понимать должны сейчас, нужно ли добавить. Я вижу, что некоторые места нужно, а полноценное поджатие произойдет у нас минут через 15. Я вот сюда добавлю, здесь мне мало кажется. Можно даже вот так добавлять. То есть берем немножко штукатурки и вот так вот добавляем. Куда надо добавить. Добавляем. Вот так. Пусть будет где-то больше, где-то меньше. Прям вот так. Я, в общем-то, сколько себе взяла в баночку штукатурки, я ее всю израсходую. Вот сюда хочу добавить. Вот сюда. Ну, я думаю, что хватит. Оставляем минут на 15 вот такое страшное покрытие. И вернемся к нему и будем пытаться сделать его красивым. Минут через 15. Подсохла слегка штукатурка. Посмотрите поближе, как она выглядит. Она перестала блестеть. То есть она стала более матовая. Вот видите, сырость здесь. А здесь вот уже более матовая. Видно. И мы в этот момент, когда она еще сырая достаточно, мы ее вот так вот кельмой прижимаем. Тем самым делая верхушку гладкой.
и более четкий край у нас получается. То есть здесь, видите, как вот, какие огрызки. А здесь вот четенький, красивенький становится край. Вот так нам нужно сделать, приглаживая штукатурку полусырую. Наклон можно под себя регулировать. Кому-то вот так удобно плоскостью, а кому-то немножко под наклоном. Ловите для себя удобный способ держать инструмент.